какой-то мужчина есть, в принципе, наверное, вот думает, что почему-то тут какие-то такие мысли у этой женщины, что вы можете быть с, ну не обязательно тут абьюзером, но в отношениях или были, или есть с каким-то мужчиной, который может себя очень некрасиво в вашу сторону проявлять. Ну, не буду говорить, что тут прям, ну, абьюзер какой-то, нарцисс. Ладно, хотела некрасивое слово сказать. Но почему-то она говорит, что вы можете закрывать глаза, какие-то проявления этого мужчины не очень красивые, но материалка, то ли вы зависите от него, то ли у вас материально, то у вас какая-то зона уже комфорта, то ли у вас совместно уже карта княгиня, как будто бы наработано что-то, ну, скажем так, какой-то статус у вас, положение, может быть, недвижимость, может быть, ну, я же говорю, какая-то вот уверенность в завтрашнем дне в плане материалки, почему-то с этим мужчиной связано. Но тут такой подтекст, что она думает, что вы то ли вам приходится, то ли вы сознательно закрываете глаза на какую-то токсичность этого человека. Иными словами, вы вместе с ним в связке остаетесь. Но тут не история о счастье, тут история о том, что вам это как, ну, то ли вторичные выгоды, да, то ли вы закрываете глаза, вам это почему-то выгодно. И тут карта бумеранг, как будто бы она говорит, что это уже, ну, с другими словами сказать, она думает о том, что вы можете это разорвать все, но вы, ну, опять-таки, почему-то вам то ли это выгодно, это с одной стороны, а с другой стороны, может даже она говорить о том, что вы слишком, ну, то ли это боялись этого мужчину потерять, то ли дорожили им слишком, что сейчас вот тут как будто бы вы пожинаете плоды своего труда, ну, как бумеранг вам. Вот почему-то она вот как-то об этом так думает, что вот это как бумеранг вам за то, что вы с каким-то мужчиной вели себя неправильно. Не факт, что она вообще там правильно себя ведет с мужчинами, и, может, у нее мужчины этого нет. Но вот в отношении вас почему-то идет такое. Так, при этом она видит вас какой-то, знаете, такой девочка, где-то оторванная опять от мира. Девочка, которая, ну, тут волшебство какая-то, феечка. Может, увлекаетесь эзотерикой, знает, может, таро, да, может быть, тут как будто бы видит вас очень женственная, привлекательная, очень карта букет. Может даже, ну, некрасиво я скажу, где-то молодящаяся. Женщина, которая следит за своей внешностью, старается там, может быть, там, ну, не обязательно соответствовать там, не знаю, тенденции моды, там, новинки какие-то отслеживаете. Нет, но в принципе, как будто бы вы уделяете должное внимание своей внешности, и вы привлекательны, вы вот знаете это. Опять-таки, ну, все тут подряд все идет, и все, что вышло, то я считаю. Мысли о вас, о том, что, ну, это она, может быть, мысли о том, что тут карта эгоизма. Я сразу спросила, это не ваша карта, тут отторжение там. Тут как будто бы может быть история о том, что она понимает, что в отношении с вами она частично повела себя эгоистично. Карта шабаш. Может, также, знаете, как в эту какую-то историю с вами связаны, были вовлечены еще кто-то, какие-то женщины, какие-то люди. Тут как шабаш идет, вот такой вот. Ну, другими словами, что где-то вы могли пострадать от этого, да. Ну, и отторжение. Для вас это было очень болезненно. Опять-таки, какая-то история. Не знаю, девочки, о чем это. Так, карта сила, огонь. Но благодаря этому где-то вы показали, может быть, свою силу, проявили себя как-то. Рядом с вами какие-то хитрые лисы были. В общем, вам не захотелось, может быть, с этими хитрыми лисами как-то выстраивать отношения. Может быть, с этими хитрыми лисами вы, как бы вам не по пути стало. Карта как хитрые лисы и коса. Ну, посчитали, что вы не хотите вообще, ну, не диалог какой-то выстраивать, ну, смысла в этом, может быть, даже не увидели. Карта метла, какие-то сплетни вот вокруг вашего поведения, может быть, вашего поступка, вашего видения мира. Тут что-то такое, тут какой-то, будто бы вам кости еще перемывают по поводу того, какая вы, какую вы реакцию на что-то дали. Так, опять-таки. Тут так интересно.
она как будто бы где-то сравнивает, ну, она же думает, да, о вас, и она сравнивает вас, ваши какие-то запросы, ваше видение мира со своим. При том, что для нее там в приоритете материалка, и ради материалки она могла перешагнуть через очень много и через очень многих. В моменте могла даже особо, знаете, как не задумываясь о последствиях, хотя выбрала себя, ну, тем самым где-то причинив боль другим людям. Но тут карта бедность, как будто бы, а у вас она смотрит, как будто бы сравнивает, если будет какая-то ситуация похожая, да, почему-то она видит вас, что вы можете, как не то, что как ей как немым быть укором, ваши какие-то проявления, вот как будто бы вот тут в воздухе повис такой знак вопроса, и как, правда, как немой укор в ваших то ли глазах, то ли вот у нее такой, как на развилке, как будто бы вы своим то ли присутствием, то ли где-то вот она о вас думает, вот у нее как ситуация возвращается опять, как прокручивается на круги своя, как будто бы у нее в голове постоянно мысль связана по карте развилка. А если бы я поступила по-другому? А если бы я там как-то по-другому себя проявила? Вот как бы отношения с вами дальше складывались? К чему бы это пришло? Ну, тут такое, как будто бы почему-то она даже... Ну, понятно, вы являетесь как немым вот этим напоминанием о ее каком-то очень некрасивом поступке. Карта сущности. Как будто бы вскрылась ее теневая сторона. У нас у всех есть эти теневые стороны, но почему-то получается, как вы выступили отчасти, не знаю, то ли как этим, как лакмусовой бумажечкой, да, но если некрасиво так скажу, ну вот как будто бы отношения с вами где-то получается в определенный момент вот так вот как-то повернулась ситуация, и она поступила некрасиво, а потом не то, что там она раскаивается, ну типа такого, как будто бы у нее постоянный вопрос, а если бы я по-другому поступила, вот что-то тут такое. Так, может, кстати, не то, что там увлекаться таро, но прибегать к услугам таролога. Так, карта, ну да, тут не просто, тут человек, по-моему, обращается постоянно к специалистам. Карта встречи. Чё это? Ну, вполне возможно. Так. Это вас? Нет. При чем тут это? Как будто бы она сейчас о вас очень мало знает. Карта замок. Как будто вы сами закрываете о себе информацию. При этом ощущение, как будто бы вы, ну, не то, что там... Понятно, что вы ей не подчиняетесь. Понятно, как будто бы, что у нее нет даже каких-то рычагов управления вами. Вот как-то так. Вот карта освобождения, как бабочка вылетела из этого кокона. И тут карта замок. Причем вы как-то вылетели, освободились от ее влияния, от общения даже с ней. При этом как будто бы вы закрываете сознательно информацию о себе, вообще ее то ли не подпускаете, не хотите, чтобы она вас что-то знала. Опять может говорю, увлекаться там гадания, расклады, что-нибудь такое. При этом вполне возможно, тут я буду карта встречи, а тут мужская, женская фигура, но я буду это больше как будто бы о вас читать. Если она думает о том, как, может быть, когда-нибудь вы там встретитесь, пересечетесь, ей бы хотелось как-то, знаете, где-то вот этот негатив, который остался после того, когда у вас тут произошли какие-то, то ли выяснение отношений, тут даже не выяснение отношений, тут какой-то очень красивый поступок она совершила. И этот поступок периодически как будто бы вот ассоциация с вами, и вот идет, как наложилась вот ассоциация вы, и плюс ее какой-то вот этот поступок, оно все вместе идет. Вот ей бы очень хотелось. Вот видите, вот карта подарок, красивый такой подарок, из него злобный клоун выскакивает, и карта иллюзии, и карта Арлекин. Ей бы очень хотелось, когда вы, допустим, где-то пересечетесь, встретитесь, ей бы так хотелось как-то эту всю ситуацию, то повторюсь, нивелировать, стереть, перезагрузить. Таким образом как-то все это так скомпоновать и вам выдать, типа
Тебе показалось, на самом деле, ну, не было вот такого какого-то там очень некрасивого поступка, не было с моей стороны каких-то там проявлений. Вот по карте Арлекин это нестандартно перекрутить, как-то так вот выдать эту информацию. Тут чуть ли не, ну, в какие-то иллюзии, может быть, вас эти погрузить. Как будто бы заморочить вас, вот как будто бы такое, как подстава какая-то сказать. Да тебе показалось, на самом деле это было совсем другое проявление с моей стороны. Ну, как-то так, девочки, вот тут что-то такое. Что-то она о вас думает, эти мысли не дают ей покоя, где-то как вот червоточинка какая-то. Вот не буду говорить здесь муки совести, тут вообще как будто бы не совсем об этом. Но душевные муки какие-то присутствуют у этой дамочки. Ей бы так хотелось вот все переиначить и как будто бы заставить вас поверить в то, что на самом деле с ее стороны не было никаких там плохих помыслов. И вот это вот так случилось, потому что вот вы что-то недопоняли. Это называется газлайтинг, да, когда с вас дуру делают, пытаются доказать, что это у вас с головой не все в порядке. Это ты все не так поняла. На самом деле ты чё? Я там преследовала какие-то цели такие прекрасные. Ладно, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч!